Здравствуйте, дорогие зрители, любители Таро и профессионалы. У меня гадание для рака на сентябрь 2022 года. И из моей коллекции винтажных украшений для рака я выбрала вот что. Жемчужные бусы. Похоже, не только я выбрала жемчужные бусы. Потому что жемчуг родится в воде, раки тоже родятся в воде. Рак – водный знак, и все раки вот такие же вот загадочные, нежные, чувствительные и одновременно блистательные. Вы знаете, что жемчуг тускнеет без тепла человека, без тепла человеческого тела. Если жемчуг не носить, он посереет и даже со временем разрушится. Вот и раки ведь тоже такие же. Без тепла, без общения, без любви вы тускнеете. Посмотрите, хотите примерить эти бусы? Они действительно красивые. Для вас, милые раки, нежные и замечательные. Испанское таро, необычные карты, потому что здесь их 100 штук. Посмотрите, какая стопочка толстенькая, да? 100 штук, потому что здесь есть второй набор старших арканов. А это значит, что? Значит, что предсказание может оказаться более драматически насыщенным, с более каким-то выразительным сюжетом. Я на это надеюсь. А прошу вас только не забывать, что в сентябре, как всегда по расписанию, без опозданий, с верным маршрутом своим, является к нам тот самый ретроградный Меркурий, о котором мы все справляемся и которого боимся в самых общих чертах. Конечно, очень много об этом говорят. Ретроградный Меркурий, делайте то, не делайте это. На самом деле, конечно, все это очень строго индивидуально. Каждый приход ретро-Меркурий в определенный, он же не сам по себе, да, он на определенном фоне небесном происходит. Поэтому можно сказать, что ретро-Меркурий и между собой-то не похожи. Что уж говорить о том, что они очень по-разному на жизни наши, такие тоже разные, влияют. А я хочу сказать, что под ретро-Меркурием просто все становится не таким, как было. Например, какие-то безнадежные ваши начинания в любви или в работе вдруг оказываются самыми живучими, самыми перспективными. А то, во что вы безусловно верили, в чем были уверены на 100%, вдруг отменяется, неожиданно разрушается, и вам остается только пожимать плечами. Вот 3 недели под ретро-Меркурием, они вот такие в основном. Выгодное оказывается, оказывается невыгодным, да? Под ретро-Меркурием, и самое главное, что нам отказывают и логика, и интуиция. Поэтому много-много обязательно каждый наделает ошибок. От неудачных, безумных, ненужных покупок до, конечно, разрыва отношений с какими-то людьми, которые пока еще этого не заслужили, пока еще не исчерпали доверие рака. Большой достаточно будет расклад, поэтому запаситесь терпением, хотя я постараюсь говорить кратко, но емко, чтобы не занимать ваше время, которое такое ценное, особенно ценное сейчас в конце лета, которое надо догулять, правда? Лето. Красное мы пропели, оглянуться не успели. Как зима катит глаза. Вот. Сейчас, да, такое время, когда нужно еще все-таки слетать, успеть в отпуск, захватить какой-то бархатный сезон, если вы еще не были. А если были, тем более надо отметиться, повториться. Итак, общая схема называется «12 домов гороскопа». Кто не слышал, поймете в процессе гадания. Итак, что про вас? Вот в целом про вас говорят карты. В сентябре 2022 года раки будут, давайте одно слово, что? Счастливы. 9 кубков вам выпадает. Раки будут счастливы. Счастливы, глядя на себя. Вам будет нравиться свое отражение в зеркале, вам будет нравиться ваше здоровье, то, как вы одеты,
то, как у вас за лето красиво выгорели волосы. Первый дом – это вообще наслаждение собой, ну и самобичевание тоже, конечно. Все ваши таланты, способности, все, вероятно, достаточно раскрыто. Это не время на данный момент, да? Это не время, когда вы что-то сильно в себе поменяете. Изменения могут быть, но такие незначительные и без риска, которые заведомо к лучшему. То, что вы знаете, что вам пойдет. Мне пойдет похудеть, значит похудеете. Вам пойдет там, не знаю, фиолетовые волосы, значит покрасьтесь. То есть девятка кубков карта спокойная, счастливая. И она говорит, что основное настроение сентября у рака будет вот такое успокоенное. Основное ощущение – всего хватает. Себя, людей, обстоятельств, помощи звезд, всего хватает. То есть покой. Кстати, девятка кубков – это еще и карта прожигания жизни. Угу. То есть, возможно, вам захочется насладиться этим бархатным сезоном, особенно активно потратить деньги, например, особенно даже не свойственно для себя резко влюбиться и проводить там, я не знаю, ночи в прогулках каких-то под луной. То есть вы будете свободны и счастливы. Далее, ваши деньги. Все вопросы, которые касаются заработков, прибыли, зарплаты и всего вот такого скучного. Вот здесь туз, вот здесь все не так, скажем, безобидно и спокойно. Потому что туз мечей обозначает одновременно как предложение денежное, которое вы услышите, неожиданное, связанное почему-то с риском для вас. Это может быть предложение поменять работу, поменять направление в бизнесе, переместиться на какую-то другую должность. Причем, знаете, это не предложение, это приказ. Я просто вижу карты дальше, да, и складываю их в говорящие пары. Приказ услышите на тему денег. Разве это не хорошо? По-моему, это очень хорошо. Приказ по предприятию о назначении вам нового оклада, например, или о назначении какой-то новой премии. Это беспокойное время, душераздирающее в каком-то смысле для ваших денег, потому что туз мечей, как любой туз, обозначает возможности и говорит, что здесь денег резко станет больше, но не только. Все-таки это большое-большое беспокойство. Так уж люди устроены, когда в нашу жизнь приходит что-то крупное или рискованное, пусть даже очень хорошее, мы начинаем нервничать. Мы все такие нервные, очень беспокойны. Вот вам предстоит, в какой-то момент, в какой-то из дней сентября предстоит аж за сердце схватиться от какой-то новости, связанной с деньгами. Вы можете уже предположить заранее, если вы, например, ищете сейчас работу, вы предполагаете, что это будет новость о том, что вас приглашают на работу, у вас будет новая зарплата, и, вероятнее всего, большая. Большие перемены вас ждут в повседневной жизни. Большие перемены. Карта колесница. Повседневная жизнь, люди, которые вас окружают, и дороги, которыми вы ходите каждый день. Про дороги, в основном на дороге обратите внимание. Очень большие перемены в устройстве быта вашего каждодневного идут. Поэтому да, возможно смена работы, смена маршрутов каждого дня. Не обязательно это дорога на работу. Это может быть хоть дорога в другой магазин, вы, например. Разбогатели, и теперь ходите не в пятерочку, а в азбуку вкуса. То есть дороги, поездки не дальние, кстати, тоже могут быть, да, могут быть множественные, достаточно короткие поездки, связанные с работой, с друзьями, с родственниками, просто это ваши какие-то хлопоты. Опять же, месяц достаточно будет такой переменный, беспокойный, и поменяться может все, это старший аркан, поменяться может все от людей, которые вас окружают, что будет логично, если вы поменяете работу, у вас появятся, естественно, другие коллеги, совершенно другие лица вы будете каждый день видеть, до машина может поменяться, потому что колесница – это и есть колесница, это ваш железный конь, автомобиль, смена машин. Так. Далее. Какие советы дают? Да, мы не будем же игнорировать и не будем потом к этому возвращаться, сразу скажу, какие советы. Девятка кубков по первому дому говорит вам
ничего с собой не делать, пока вы и так хороши. Туз мечей советует замечать денежные возможности и срочно, пусть даже с каким-то риском, соглашаться. Видите, эти риски с дорогами могут быть связаны. Это, например, действительно другая работа, чуть-чуть в другом месте, в другом районе, а может быть даже в другом городе. И на это тоже нужно согласиться, потому что, во-первых, вам приказывают, а приказы, ну вы знаете, да, не обсуждаются. А во-вторых, все перемены всегда к лучшему. То есть вот так вот. И приветствуйте подвижную жизнь, и обращайте внимание на средства транспорта и вообще на все, что связано с транспортом. Далее, ваши домашние дела. Дом, семья, квартира, недвижимость, родственники. Семерка жезлов, карта доблести она называется в целом. Тоже описывает хлопоты. Почему тоже? Значительно они более как бы мелкие и скромные, но тем не менее. Семерка жезлов говорит, что дома вам придется с кем-то не агрессивно, но все-таки спорить. Вам придется за кого-то или за что-то, связанное с этим, бороться. Легкий испуг, легкое беспокойство, легкое неудобство, которое может ощущаться по-разному, да? Мы можем даже самое небольшое неудобство иногда ощущать как полную катастрофу какую-то в жизни. Ну, вспомните мое гадание семерка жезлов. Нет, не катастрофа, как бы вам не было сейчас, может быть, неуютно, вы даже себя как-то ощущаете как на иголках дома или в связи с домом. Это просто такая очередная маленькая штатная тревога, штатная, учебная, проверочка на прочность, которых в нашей жизни много и еще будет столько же. Хлопотная домашняя жизнь, не больше и не меньше. Имеет карта какое-то отношение к легкой такой конкуренции. То есть вы можете конкурировать, не знаю, со свекровью за звание лучших пирожков месяца, но тоже конкуренция в основном вымышленная, такая придуманная. А карты советуют, семерка жезлов всегда советует действовать, всегда что-то делать, пусть даже пустое, ненужное, глупое, вообще вот неадекватное даже. Но делайте, не нужно засиживаться. Во всех вопросах недвижимости и семьи что-то делание от вас хотят. Так, и похоже, что у раков вырисовывается, вы меня простите, конечно, какая-то крупная, какая-то прям вообще крупная, невероятная любовная история здесь. И зачем я убрала ваш талисман? Вот они пускай здесь лежат, эти ваши бусы. Жемчуг, кстати, притягивает ведь любовь, вы знаете, да? Итак, пятый дом, любовь, любовные истории, пара, карта влюбленная. Ну, понятно по названию, что нет более серьезной карты Таро, которая бы обещала любовь. Это и новая встреча. Вообще мы всех в наших гаданиях и в разговорах вопросы-ответы в моей рубрике, вы знаете, я разделяю на всех людей, причастных, так скажем, к романтике, на три категории. Первая – это одинокие люди, ищущие любовь. Вторая – это те, кто в отношениях. И третья – это те, кто в браке. Почему важно это разделять? Потому что когда все хорошо, то это вроде бы одно и то же. Но когда что-то идет не так, средства помощи будут для всех троих очень разные. И средства диагностики, то есть выяснять причины, почему все плохо, тоже будут очень разные. Так и здесь, в этом гадании, видите, карта влюбленной. Одиноким людям она обещает, безусловно, новое знакомство и возможность найти... Кстати, не обязательно новое знакомство, не обязательно. Это возможность найти пару. То есть вот вы были одна, представьте, да, вот вы были одна. Ну, допустим, вы девочка, вот я мальчика закрываю, тут не знаю, кто остается. Вот вы были одна, да, вот так вот. А тут раз, пришел сентябрь. И вот так вот все получилось. Вы пара, ну это кто-то, кто вас благословляет. Вот. И если вы в отношениях, карта влюбленной говорит про триумф любви, что ли. Это момент вот как раз, когда люди, которые просто встречались, присматривались друг к другу, вдруг неожиданно становятся парой, совпадают интересы, становятся взаимными чувства. И это откровение для вас, потому что только что недавно вы не знали, как долго вы сможете с этим человеком провстречаться, а теперь вдруг
У вас идут и взаимные признания в любви, какое-то исключительное доверие. Вы объединяетесь в пару. Иногда эта пара публичная. Смысл карты влюбленной в том, что ну вот вы были парой тайной, встречались, но особо не афишировали. А в сентябре, например, пошли знакомиться с родителями, с друзьями, с коллегами и так далее. И вас уже называют парой, и уже вас начинают сравнивать, и уже про вас с загаданным человеком говорят: красивая пара, ох, какая красивая пара, как они друг другу подходят. А может наоборот, злые языки будут говорить: нет, они друг другу не подходят, это не любовь, кричали люди. Ну, это тоже уже совсем другая история, с которой вам предстоит разобраться. Вторую карту хочу сюда достать. Почему-то, ну, очень крупный прогноз. Видите, потом в партнерском доме туз кубков будет. Тут не отмашешься, так просто не отмахнешься. Поясняющий. Вот, это прям сигнал, тревожный такой вот сигнал для женщин раков. Не пропустите. Император вас ждет. Император прям вот буквально как карта фигурная, обозначает самого лучшего мужчину из всех, которых вы можете встретить на данном отрезке вашей жизни. За всю жизнь мы не говорим, она все-таки долгая, может быть. Вот. Но на сейчас, это, кстати, вот подсказка для вас. Если вы сейчас, у вас только начинаются отношения, вы еще не понимаете, ценит ли вам сильно человека, или, может быть, пока, ладно, так, посмотрим, непонятно, и не друг, и не враг, а так, да, то присмотритесь. Это может быть очень, ну, пока не ограненный, но все-таки бриллиант для вашей жизни. Посмотрите, какие крупные карты. Вот именно для женщин раков. То есть большая любовь и серьезная пара идет вот с каким-то, ну, самым завидным женихом. Это завидный холостяк, а может и не холостяк, почему? Вот, я специально достала дополнительную карту. Не обязательно новое знакомство. Вы можете начать отношения с кем-то, с кем вы уже знакомы. Просто этот человек еще не двигался к вам навстречу, был в нейтральной какой-то позиции, ну, стеснялся, да, предположим. Вот, поверим, что они умеют стесняться. А теперь делать какие-то активные шаги к вам. Неожиданно, на минуточку, на одну минуточку мы перескачем на тему работы, потому что, ну, так уж организована вот эта схема 12 домов гороскопа, 12 домов зодиака. Я вам их последовательно рассказываю. И вот 6-й дом в целом не особо имеет отношение к вопросам любви, но это в традиции. На самом деле он называется «Тяжкая судьба», и все, что в жизни вашей тяжкое, все, где вам приходится служить и жертвовать, это все равно все 6-й дом. Но по традиции его называют домом работы, потому что считается, что самое тяжкое в жизни человека – это что? Работа. Правильно, со мной все согласились, да? Карта Маг вам здесь выпадает. Вот видите, как логично и очень в логичной пара карты складывается, да? Про зарплату туз мечей, про работу Маг. Это настойчивый человек, это чья-то инициатива по отношению к вам. Появляется в вашей жизни рабочий, профессиональный или в бизнесе такой вот настойчивый человек. Какая-то фея прилетает к вам, потому что Маг может быть и женского, и мужского рода, это может быть волшебник или фея, кому кто больше подходит. Вот. Прилетает некая фея и предлагает работу, предлагает зарплату. Да не просто предлагает, понимаете, Маг ведь ничего не предлагает. Маг сует в руки и велит держать, настаивает. То есть настойчивый человек, как будто бы вы отказываетесь, а вас заставляют на новую, более высокую должность выйти на работе. Начальник говорит: ты или никто, если не ты, то кто, да, вот они любят так. А потом, это может быть на новую работу вас кто-то, опять же, не зовет, здесь неуместно слово приглашает, а заставляет, гонит, да, на новую работу. Какой-то человек, причем Маг манипулирует, очевидно, да, раки, вы знаете, да, вы все-таки не самые устойчивые к манипуляциям люди. Не самые, мягко говоря, да, я могла бы сказать, самые неустойчивые, но вы там делите первое место еще кое с кем. Вот.
Поэтому вот так вот кто-то настаивает. Но все к лучшему. Я все-таки хочу верить, что этот волшебник-то он очень-очень даже добрый. Какой-то начальник заставляет вас, может быть, даже если не должность принять, то просто взяться за дополнительный проект, дополнительные обязанности. И судя по тому, что это дает, бликует на ваши деньги, значит, вам будут за это доплачивать. Ну, я считаю, что это очень хорошо. А вот если мы сейчас вот все вышесказанное, этот последний абзац сотрем, да, но это только для избранных, прямо вот для единичка, да, маг вместе с тузом мечей, туз мечей здесь тогда с магом у нас ассоциируется у нас волшебной палочкой. Вот. И тогда это вы. Вот подумайте, подходит вам такая характеристика? Кто-то умеет сам быть волшебником в собственной жизни. Есть такие люди, безусловно. Без них бы и вообще цивилизация-то давно остановилась бы. Да? Посмотрите, вполне возможно, что маг – это призыв к вам. Эгоистично, резко, вопреки общественному мнению и нормам морали, поменять работу, вдруг перескочить куда-то, понимаете, вдруг вот сделать так, как нужно только вам, не оглядываясь на чужое мнение, предостережения, завистливые советы, вот ни на что. И тогда это вот ваш экшен, это ваше действие, это ваше такой поступок резкий по отношению к работе. Ну, как правило, это смена работы получается и смена зарплаты. Вернемся теперь к любви. Партнерский дом, 7. Сюда попадают любые партнерские отношения, важные для вас, дружеские, профессиональные или чаще любовные, или супружеские, потому что дом это еще иногда называется счастье в браке. И вас здесь ждет большая любовь. То есть в сентябре, видите, что-то такое туз кубков в партнерском доме. Это портрет чьего-то сердца, то есть это сердце другого человека, который для вас составляет, ну, вот какое-то партнерство сейчас. И этот человек вас любит с большой буквы, с большой буквы. То есть туз кубков, главная карта про любовь в колоде, из младших арканов, влюбленные из старших. То есть все складывается в какой-то эпический абсолютно треугольник. Я имею в виду, видите, влюбленный, император и туз кубков. Мало того, что завидный жених вас ждет, так еще и чувства у него какие сильные, просто потрясающие какие-то. Вот, и соответственно, да, если вы одиноки, то вас ждет новое романтическое знакомство, получается, да, причем человеку не потребуется времени много, чтобы в вас влюбиться. А в раков, если влюбляются, то с первого взгляда, ну вы знаете, да, вот проходили вы это, ну не бывает такого, чтобы кто-то там вокруг вас круги нарезал 8 лет, как этот принц Уильям-то вокруг Кейт, а потом только прозрел. Не бывает. Раки – это те люди, которые, если покоряют, то сразу, только с первого взгляда. Так и здесь у вас происходит. Видите, прямо мужчина сразу теряется, вы как-то сразу парой становитесь. Очень ответственный прогноз. Тузы, туз предупреждений необходимо не пропустить. Прям какую-то плашку надо вешать всегда в этом месте, да, вот так вот, чтобы тикер бежал, и не пропустите. Не пропустите, да. Если вы находитесь в отношениях, то вы от своего мужчины просто увидите какое-то крупное проявление любви, что это признание, подарок, хотелось бы, чтобы и то, и другое было. Вот. А вот если вы в браке, то для вас, кстати, этот прогноз немножко вот смещается, он немножко другой. Для тех, у кого устойчивая пара, именно брак, да, официальный, вас ждет какой-то крупный выбор, связанный с семьей, с браком. Крупный выбор. И выбор этот именно через любовь, через чувства, через которые нельзя переступить, чувства которых нельзя проигнорировать. И я бы сказала, что для тех, кто в браке, в законном находится, вот этот прогноз, вот это предсказание более проблемное, не такое счастливое, как вот для ваших других, для других людей, да, потому что здесь больше проблем. Здесь появляется уже, видите, любовь, счастье в браке, туз кубков, счастье в браке, помеха,
Вы знаете, что романтическая любовь, вот с точки зрения карт, звезд и так далее, любовь романтическая, счастье в браке – это большая-большая помеха. И влюбчивый человек обычно в браке очень неуживчивый бывает. Поэтому здесь вопросы влюбленности поднимаются, да, о чьей влюбленности, в кого влюбленности. То есть тут очень надвое все, такая идет история. Ну, для людей в браке понятно, что тема и брака, и любви будет какой-то горяченько актуальна. Да. Далее, 8-й дом. Ваши большие деньги и критические ситуации. Критических ситуаций, похоже, не будет, но у вас новое знакомство по 8-му дому. Какой-то приближается к вам с невинными глазами паж кубков. Паж кубков – это именно новый человек. Не принципиально, даже мужчина, женщина, добрый или злой, но вам в теме ваших денег, там, где вы что-то продаете или покупаете, это что угодно, это могут быть бизнес-расходы или личные, там какие-то большие покупки, инвестиции, займы, кредит. Вам предстоит познакомиться именно с новым человеком. Не слишком надежным, но вам покажется, что ему можно доверять. Здесь по моей схеме, по традиции, о которой я сама с собой договорилась, я вторую карту не тяну, поэтому не могу пояснить, все-таки он достойный доверия человека или нет. Может обмануть, а может и спасти. Но новый человек вот связанный с деньгами. Кстати, пажи – это еще и дети, поэтому ваш ребенок к теме больших денег может оказаться причастным для вас. Это расходы крупные на ребенка, как правило, да, например, пришло время квартиру ему купить отдельную или за институт заплатить, там что-то такое, большая сумма. Далее, дороги, дальние дороги, вера и учеба. И вот представьте, в карте отшельник все собралось. И дальние дороги, и вера, и учеба. Это 9-й дом. Отшельник куда-то идет. Дальнюю дорогу, путь, карта обозначает. Причем дорогу в один конец, билет в один конец. Это вы едете, не планируя вернуться, машете ручкой и улыбаетесь. Естественно, по отшельнику люди уезжают в эмиграцию, в какую-то длительную, или, может быть, даже на совсем просто едут, например, работать или учиться в другую страну, но тоже неизвестно, насколько, да, вроде бы временно, но что это за время, 5 лет или 50, тоже трудно сейчас сказать. И вот отшельник как раз вам какой-то такой путь и предсказывает. В противных случаях, если это не дальняя дорога, раки, хочу сказать, знаете, по статистике, реже других куда-то далеко от отчего дома уезжают. Но вы знаете, да, раки отправляются в какую-то дальнюю миграцию только когда их кто-то вытаскивает туда, вытягивает и на себе эвакуирует, так сказать. Вот. А отшельник – это еще и учеба, безусловно. То есть вы начинаете путь, пойдете учиться тому, что давно откладывали, но о чем давно мечтали. И, естественно, отшельник – это во всех случаях монах, лицо духовное, к вопросам веры имеет отношение. Я понимаю, что это, может быть, меньшая часть аудитории, их там меняют веру каждый месяц в зависимости от сезона, но тем не менее отшельник – это момент, когда вы очень переосмысливаете свои религиозные взгляды, вообще просто общий жизненный подход, кому вы верите и в кого вы верите, за что вы верите. То есть это тоже важный дом, какие-то преобразования в жизни, если даже не в жизни, то как минимум в душе вас ждут. Что совесть, да, это к душе относится, к составу души. Далее, тоже опять что-то тревожно, крупно, серьезное появляется у вас в теме карьера, 10-й дом. Мы видели, да, что мы можем условно объединить зарплату, работу и карьеру. Везде очень крупные карты, поэтому в сентябре, раки, пожалуйста, ждите профессиональный карьерный прорыв. Карта справедливость на тонком уровне говорит, что вам наконец-то судьба очень по справедливости воздаст. То есть вы можете получить работу, которую заслужили, которой давно стремились, о которой давно мечтали. А в более прикладном смысле это документы, на которых вам
и другим людям приходится ставить подпись. Безусловно, справедливость обещает карьерный рост, то есть это образно документ, приказ о назначении вас на другую должность. Рост, карьерный рост, да, причем ответственный, и вместе с этим ростом больше обязательств сваливается на вас, но это уже, естественно, по-другому быть не может. Далее. Слава, популярность, известность и новые знакомства. Снова какие-то кубки. Вот посмотрите, одна из тенденций. Мы увидели, что у вас, не знаю, как вы справитесь, громадная любовь и громадные перемены на работе, в карьере. Но есть еще, может быть, немножко второстепенная, но тоже тенденция заметна. Вас ждет новое знакомство. Вас ждет новое знакомство. Любовно это понятно, у одиноких людей точно будет. Но даже тех, кто к любовной теме не относится, не стремится, все равно, видите, к вам подкрадывается какой-то новый человек, втирается в доверие. Но на всякий случай мы не будем доверять каждому встречному и поперечному, тем более, когда речь идет о больших деньгах. То есть, видите, ну, тут уже понятно, что фигура мужская. Новое знакомство с человеком. Это знакомство через деньги, через какие-то, может быть, судебные дела, неприятные, взрослые дела, новые знакомства. И он вам обещает помощь, может быть, спасение, это может быть какой-то брокер, который вашу безнадежную сделку предлагает спасти. Это может быть какой-то управляющий, который, например, соглашается взять ваши деньги, чтобы заработать. Это может быть и посредник какой-то, опять же, который вас сводит с покупателями, продавцами, с чем угодно. Неважно. В общем, появляется у вас новый человек, вы друзьями не становитесь, но он кубки, он масти кубков, так же, как и вы, вроде бы. Однако это здесь ничего не меняет и ничего не изменяет, потому что будьте внимательны. Этот человек может оказаться очень ненадежным и подведет вас, если не теперь, то в обозримом будущем. 12-й дом, подсознание, альтер-эго, все, что внутри вас, вообще покой и тайны, ничего такого нету. В общем, ничего такого нету. Ну, двойка мечей говорит, что раки будут привычно на каком-то, в общем, осязательном, интуитивном уровне сохранять свое недоверие к людям и миру. Ну, в данном случае, вероятно, это хорошо. Ну, в любви, наверное, стоит вам как-то выйти, к людям выйти, все-таки вот так вот довериться. А что нам говорит? Да, вот это вот ваш месяц, каким мы его увидели. Не пропустите крупную любовь, чувство другого человека, признание. Естественно, соглашайтесь, когда вам предлагают высокую должность с хорошей зарплатой. Естественно, не доверяйте новому человеку, который что-то знает или говорит про ваши деньги, и ступайте по-большому, по-крупному как-то учиться. Вот такие общие советы дает, основные. Ну и карта. А вот эта карта в центре, она не относится ни к какому дому, она как будто бы общий совет хочет вам дать. Такой общую тенденцию, что ли, месяца называют. И это пятерка пентаклей. Пятерка пентаклей. Карта вроде бы небольшая, но она очень хитрая, многослойная такая, как лук. Традиционно вот одна сама по себе, когда без всякого окружения, да, вот, она считается довольно плохой, потому что это карта бедности и дефицита. Вот. Однако, ну да, проще всего представить, что вам на что-то не хватит каких-то ресурсов, на что-то не хватит денег, на что-то не хватит времени, на что-то не хватит здоровья или душевных сил. Но смысл позитивный, положительный этой карты. Она очень хорошая для любви, очень хорошая. Вот одна из карт, которая резко с минуса на плюс изменяет значение, когда в зависимости от вопроса вот, гадающего. Да? Про деньги плохо, про любовь хорошо. Поэтому вот так вот сконцентрируйтесь на вопросах любви, замечайте ее. Вот сентябрь спешит к вам вас одарить именно любовью. И пятерка пентаклей еще очень оживляет любые вопросы, связанные с доверием. Она говорит, что у вас в сентябре
появятся люди, которым сможете безоговорочно доверять. Я думаю, это тоже про любовь в основном. А еще по пятерке, вместе с пятеркой пентаклей, в вашу жизнь кто-то возвращается. Возвращается кто-то, кого вы, может быть, уже и не ждали, кого вы, может быть, уже и отчаялись увидеть. Буквально одно из значений карты – это тот же человек. Вот так она называется. Спасибо.